You just got fucking unbanned. What? You No, no, got no, no, no. unbanned. You What? got unbanned. Самый обсуждаемый игрок на данный момент, сумевший взять топ-1 и уйти в отрыв более чем на 1000 pp, и человек, который буквально заспидранил Осу. Доброго времени суток! Сегодня речь пойдет о игроке с ником White Cat. We got it, boys! Настоящее имя Сэмюэль. Проживает в Германии, в городе Бад-Вюртемберг. На данный момент ему 15 лет. Начал играть в возрасте 9 лет в 2014 году и уже через пару лет начал ставить сильные для того времени скоры. Помимо Осу, он также играет в CSGO. Немного об истории бана. Когда-то давно, еще будучи 8К игроком, он получил несколько репортов и отлетел в бан, после чего выложил лайфплей высокого качества, в котором без какого-либо труда поставил 575 pp скор. После данного инцидента он отправился на приватный OSU сервер Ripple, где также продолжал фармить и записывать лайфплеи, один из которых мог дать фору самому Cookie-Easy. Это был плей на карте Real Monster с модами Hidden Double Time на S-ранг. После такого озлобленное комьюнити приложило немало усилий, чтобы найти хоть какие-то зацепки нелегитности White Cat'а. Было предположение, что видео ускорено из-за резких движений рук в конце, но эту теорию вскоре опровергли. Игрок получил бан на Рипле, когда у него было 10 КПП, из-за визуального бага. Его суть заключалась в том, что в последнем кадре лайфплея экран показывает, будто происходит выход со скор-скрина, хотя White Cat не нажимал Escape. После этого хейт со стороны комьюнити усилился. Самого White Cat'а поначалу задевала такая реакция комьюнити, поскольку он никогда не использовал читы. Он постоянно прикладывал в кадр разные часы, лишь бы как-то доказать, что он не читер, но хейт со стороны комьюнити от этого не уменьшался. Следующим домом для White Cat'а стал СНГ-сервер Osugatari. Firedigger провел полный анализ всех обвинений в адрес игрока, и в совокупности с тем, что один человек продемонстрировал альт-таб-баг в ОБС, White Cat получил разбан на Рипле. Оставалось только получить долгожданный разбан на Офе, но Осу Саппорт продолжал душить котяру. Мол, ты все еще что-то скрываешь. Со временем White Cat стал более закаленным и перестал беспокоиться об обвинении его в читерстве. Вскоре он решает взять перерыв на год. После этого он вернулся и взял топ-1 на Гатаре и Рипле. Затем его начал форсить в Твиттере игрок с ником Skill, а сам он начал стримить в оффлайне, где поставил 1000 pp скор на карте Wizard's Tower. Тогда White Cat решил написать Пеппи лично, но сообщение осталось безответным. После этого случая Skill публично призвал Пеппи к справедливости в Твиттере, и наконец это сработало. Уже спустя пару минут после твита White Cat был разбанен. Уже в первый день он взял 12 КПП с нуля, а также зафармил 900 pp скор. Это событие сложно было не заметить. В первый день его смотрело 4000 зрителей, во второй уже 6000 зрителей. В этот же день он взял топ-27 мира. Пройдя через все это, White Cat'у все еще нравится Осу комьюнити. Даже несмотря на то, что оно часто формирует свое мнение преждевременно. В этой игре он встретил много хороших людей. Еще в далеком 2013 году он равнялся на таких игроков, как Cookie-Easy и Хвик, но сейчас его любимыми игроками являются Вакси и Cookie-Easy. Он получает удовольствие от попадания по сложным паттернам и ФК-карт. Слабой стороной игрока являются стримы, но даже это становится под сомнением после ФК сложной карты Кагаренаки Юма. Немного о ПП-системе. White Cat считает, что джампы переоценены, то есть дает слишком много ПП, но жаловаться на это он не может по причине того, что это его сильная сторона. Если бы у него была возможность изменить ПП-систему, то он бы увеличил количество ПП за технические мапы ввиду их сложности, а также чтобы у технических игроков была возможность продвигаться по рангу. Одним из своих лучших достижений в игре он считает ВК-карты Wizard's Tower с модами HD-DT. Пул его модов достаточно разнообразен. Это и DT-фармилки, HR-карты на довольно высоком уровне. Все это, разумеется, подкрепляется Hidden модом, фарм-карт с модами HD, DT, HR, No mod, а также DT Easy моды.
Далеко не многие могут похвастаться умением играть последний из перечисленного. На данный момент им поставлено уже 4000 pp скора и более 10900 pp скоров. Помимо этого, он также способен на высоком уровне отыгрывать турниры, что подтверждается победой в турнире на Гатаре, где в финале он обыграл Red Pixel, одного из сильнейших и стабильных русских игроков. Пара советов начинающим игрокам от Whitecat. Играйте в свое удовольствие, это то, что он всегда делал. Также он никогда не менял свою область. Он считает, что вначале важно развить мышечную память, а потом уже экспериментировать с областью, поскольку привыкание к новой области будет происходить быстрее, чем в начале. Ну и разумеется, play more, куда же без него. Ну а если кому-то не хватает мотивации, Whitecat советует пробовать разные моды и скины, но в первую очередь наслаждаться игрой. Не фокусируйтесь только на одном ДТ-моде. Игра может предложить вам куда больше. Карты на технику, изи-мод и так далее. Whitecat считает, что проблема того, что игроки очень сильно концентрируются на их ПП, также касается новых игроков, поскольку некоторые сразу же начинают пытаться фармить ДТ-мод. Он считает, если ты играешь в свое удовольствие, то ПП будут идти в придачу. Еще одна причина, по которой не стоит начинать с ДТ-мода, это короткая продолжительность карт, с которой очень сложно добиться стабильности в своей игре. Я знаю, что нас смотрит много начинающих осеров, так что делайте выводы, господа. Из всего вышесказанного можно сделать несколько простых выводов. Во-первых, никогда не сдавайтесь. Эта история – отличный пример того, как человек, пройдя через тонны негатива, трудностей и недопонимания, смог добиться своего. Во-вторых, всегда играйте в свое удовольствие. Это один из главных ключей к импруву, ведь импрув приходит именно тогда, когда его не ждешь. В-третьих, не концентрируйтесь только на одном моде. Попробуйте все аспекты, которые может предложить вам игра. А с вами был канал Osworld. Все полезные ссылки вы можете найти в описании. До скорых встреч! I don't fucking care.